Друзья, приветствую всех. Это «Система». Канал, где мы анализируем то, что действительно имеет значение. И это главные события и заявления минувшей недели. Но также прогнозы и тренды. Какие события впереди и чего ждать в обозримом будущем. Ядерное оружие в Беларуси. Решится ли Путин на ядерную войну? Контрнаступлению ВСУ. Когда и при каких условиях? О чем тайно говорят российские чиновники и олигархи, и когда у Кремля закончатся деньги, ну и сколько Путин намерен воевать с Украиной. А также о многом другом, коротко и понятно. Поехали. Итак, уже 400 дней Украина сражается против сумасшедшей страны, которая в условиях удавки западных санкций не щадит ни людей, ни денег. Хотя уже сейчас потери русских в Украине составляют около 200 тысяч человек. Кстати, по ряду оценок эта цифра выше. Путин, как говорят, поставил задачу собрать и поставить под ружье еще 500 000 мобиков. Правда, об очередной волне мобилизации речь не идет. Все по-тихому, вербуют пока контрактников, ну и тех, кого можно привлечь в военкомат без шума и пыли. Но пропагандисты тем временем продолжают надрываться, угрожая миру и близлежащим странам. Хотят поляки быть следующими? Это не украинцы. Мы не будем к ним относиться как к братьям. Мы нахрен уничтожим все эти города вот просто на счет раз. Не используя для этого сухопутные войска. Это мы Украину жалеем. Этот лай не более чем защитная реакция. Ведь по глазам видно, что эти эфирные бультерьеры судорожно ищут выход. Российские глашатаи начали готовить свою биомассу у телеков к выплате репараций Украине. Правда, заворачивают это в торговлю территориями, мол, давайте у Украины купим то, что не способны захватить. Ну или то, что уже захватили, но точно не сможем удержать. Я предлагаю выход. Значит, они выплачивают эти деньги в счет нашей покупки тех территорий, тех земель, которые хотят быть с нами. Это принципиально. Нам нужны те, кто хочет быть с нами. Нам не нужны чужаки. Львов мне лично не нужен. Зачем нам эти люди, которые нас ненавидят? А вот люди, которые должны быть с нами и хотят на своей земле, эти деньги направляются Украине как бы за них. При этом, чтобы им было не обидно, они это могут назвать репарациями, они уже стали об этом писать. А мы это будем называть просто покупкой. О чем это говорит? Путин давно зашел в тупик и не знает, как из него выбраться. И Соловьев, и Симоньян, Скобеевы щупают настроение масс, предлагая вот такие экзотические варианты. Хотя не исключая и вполне возможно, что придворные глашатаи лучше понимают, к чему все идет, и начинают уже сами набрасывать своему вождю варианты со спасением. Кстати, не исключено, что европейцы помогут найти должное применение арестованным российским активам. В Евросоюзе на следующей неделе рассмотрят вопрос о том, как замороженные российские активы можно использовать для восстановления Украины. Как пишет Нью-Йорк Таймс, на Западе растет поддержка этой идеи о принудительном взыскании денег с Москвы. Всемирный банк оценивает ущерб, причиненный стране, в 411 миллиардов долларов. Напомню, что в прошлом году западные банки заморозили около 300 миллиардов долларов активов Центробанка России, плюс немалые суммы частных денег олигархов. Итак, впервые за последние десятилетия Россия собирается разместить ядерные боеголовки за пределами страны. Тактическое ядерное оружие появится в Беларуси. Об этом Путин заявил 25 марта, выпустив очередную порцию угроз в адрес стран Запада, поддерживающих Украину в войне с Россией. Впрочем, как прокомментировали этот жест ряд экспертов, Путин, по сути, надевает ядерный ошейник на Беларусь, но в своих руках оставляет дистанционный пульт. Путин настолько боится потерять Лукашенко, что привязывает его не только общим участием в войне против Украины, но и ядерным оружием. Ну а поводом для таких резких мер со стороны Кремля стало заявление Минобороны Британии о передаче Украине снарядов с объединенным ураном, которые, кстати, есть на вооружении российской армии и сейчас используются против наших войск. Лукашенко этот подарок оценил, тем более, что батька давно его хотел. И даже в феврале прошлого года Лукашенко изменил Конституцию, чтобы узаконить статус и внедрение ядерного оружия. Напомню, что страна отказалась от него в 1995-м. Здесь тоже нет ничего необычного. Путин фактически сам придумал свою токсичную радиоактивную реальность, которая теперь пугает как неизбежностью весь мир. Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.
Стоит ли бить ядерную тревогу? Ничего удивительного и неожиданного для НАТО и США не произошло. Западные аналитики считают, что все это вписывается в агрессивную ядерную риторику Кремля. С точки зрения военной пользы, размещение этого типа оружия в Беларуси ничего не меняет. Впрочем, эфирные глашатаи Кремля и диванные эксперты уже испытали приступ величия и вовсю жмут красную кнопку. Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте. Признаков подготовки к использованию ядерных боеголовок в Вашингтоне не видят. Но вот бывшая канцлер Ангела Меркель уверена, что ядерные угрозы Путина следует все-таки воспринимать всерьез. Европейский Союз обещает новые санкции, но Украина требует созвать Совбез ООН и отреагировать на ядерный шантаж Кремля. Интересной и двузначной в этой ситуации стала позиция Китая. Очень размытая, кстати. Нужно избегать войн между государствами, имеющими ядерное оружие, и снижать стратегические риски. Видимо, слово «Россия» в заявлении намеренно пропустили. Кстати, президент Франции и глава Еврокомиссии вместе едут в Китай в начале апреля, чтобы озвучить Пекину единый голос Евросоюза. ЕС является важным торговым партнером Китая. Напомню, что в 2020 году объем торговли Евросоюза с Китаем опередил даже США. Ну и понятно, что постковидная экономика Поднебесной нуждается в рынках сбыта, и Евросоюз для КНР очень и очень лакомый кусок. Остается надеяться, что единый голос ЕС будет услышан. Голос украинского президента еще раз пригласил Си Цзиньпина в Украину. В интервью Associated Press Зеленский сказал, что хотел бы поговорить с ним, но пока Китай демонстративно молчит. И, как мы помним, Си не поговорил с Зеленским, как ожидалось, после визита в Москву. Есть ощущение, что позиция Пекина, кого поддерживать в этой войне, окончательно сформирована, и очевидно, что она не изменится. Вопрос только в степени участия. Для нас это плохая новость, для Китая крайне выгодная стратегия. Почему, я подробно объяснял в предыдущих итогах недели. Обязательно посмотрите видео на канале. Если Бахмут падет, Путин продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану и попытается получить международную поддержку, чтобы принудить Украину пойти на компромиссы. Это еще одно заявление президента Зеленского Associated Press. Тем временем крепость Бахмут стоит, ВСУ сдерживают врага, который все же захватил за последнюю неделю небольшую часть города. Ну и сейчас контролирует больше половины Бахмута. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны. Правда, как утверждают военные эксперты, враг сильно выдохся и ожидать яркого наступления там не стоит. В то же время украинские военные рассказали New York Times, что в битве за Бахмут произошел перелом. Угрозы неминуемого окружения больше нет. Теперь ожидается контрнаступление ВСУ. Как и когда оно случится, я расскажу чуть дальше. Ну и новая точка накала – Авдеевка. Пытаясь ее окружить, русский 10-й танковый полк потерял огромную часть боевых машин. Британская военная разведка считает, что это связано с тактическими ошибками, лобовыми атаками. На Авдеевку перебросили элитных наемников Вагнера, об этом сообщает Институт изучения войны. Ситуация настолько сложная, что военная администрация запретила въезд волонтерам и журналистам, ну и на следующей неделе из Авдеевки эвакуируют всех детей. Авдіївка знаходиться в червоній зоні, тому відвідування, заїзд в місто представників преси, навіть акредитованих, заборонено. Це стосується і волонтерів у зв'язку з загостренням ситуації. Аналитики Института изучения войны считают, что русское нашествие на востоке Украины приближается к своей кульминации. Пока же Россия продолжает свои террористические атаки с воздуха, запуская дроны «Камикадзе». Под обстрелами оказался Киев. Также во время ночной атаки вражеский беспилотник попал в частное предприятие в Днепре. По Славянску россияне били ракетами из системы С-300. В центре города разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов. 1 человек погиб и более 30 ранены. Целились захватчики по Херсону и Краматорску. Есть разрушения, но, к счастью, без жертв и пострадавших. Эксперты считают, что будущие воздушные удары России будут направлены на пути западных поставок оружия. Это запад Украины. Ведь именно в этом и заключается ключ успеха ВСУ. С помощью поставляемой техники выгнать оккупанта из страны.
Ну и дальше я расскажу о том, когда и при каких условиях Украина пойдет в контрнаступление, как долго намерен воевать Путин и какой прогноз Песков озвучил на тайном ужине. Разговор продюсера и олигарха о войне и Путине, что он означает и какие последствия будет иметь. Это первые британские танки «Челленджер». Они уже в Украине вместе с обученными экипажами. Украинская Минобороны сняла благодарственный ролик, ну а целый документальный фильм об этом историческом событии выпустила и Минобороны Британии. За «Челленджерами» уже поспевают немецкие танки «Леопард-2» от Германии и Португалии. В Украине уже 2 десятка единиц. Но также 40 боевых машин пехоты «Мардер». В ближайшее время ожидается еще сотни единиц западной техники. Об этом пишет немецкая «Бильд». И Берлин, как сообщает Шпигель, планирует в ближайшие годы увеличить военную помощь Украине с 3 до 15 миллиардов евро. Украина перейдет в контрнаступление в апреле-мае сразу на нескольких направлениях. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью эстонской телерадиовещательной компании. Цитирую: «Все зависит, какой момент в Генштабе посчитает наиболее подходящим. Также многое зависит от погодных условий. Весной земля еще влажная. Думаю, в апреле-мае мы все увидим». Резников убежден, что 2023 год принесет нам всем позитивные изменения. Какие еще прогнозы звучат в этой связи? Экономист написал, что контрнаступление Украины может состояться в апреле, но проблема до сих пор – это боеприпасы и воздушной мощности. В марте Политика сообщала, что США в ускоренном режиме отправляет технику в Украину на поле боя и тренирует украинских военных, чтобы подготовить Украину к весеннему контрнаступлению. Но в Минобороны, которая на этой неделе попросила не комментировать и не гадать о контрнаступлении, напомню, ранее отмечали, что одной из стратегических целей наступления будет вбить клин в российский фронт на юге между Крымом и материковой частью. Украина имеет очень хорошие шансы на успешное контрнаступление. Это весной, так считает глава Пентагона Ллойд Остин. У ВСУ, по его словам, значительное преимущество по сравнению с российскими силами. Украинцы нанесли россиянам значительные потери, те истощили свои запасы бронетехники так, как никогда не мог себе представить. И теперь мы видим, как Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь, которые нанесли украинцы, заявил Остин на слушании в Комитете Сената по вооруженным силам. Впрочем, Украине тоже не хватает оружия и боеприпасов. Сейчас все мощности Евросоюза могут производить 20 тысяч боеприпасов натовского стандарта в месяц. Соединенные Штаты еще меньше, примерно 15 тысяч. Но Киеву нужно хотя бы 250 тысяч, а лучше 500 000 боеприпасов в месяц. Западу критически не хватает сырья, пороха, тротила, нитроцеллюлозы. Их приходится искать в странах Азии. Несмотря на это, Соединенные Штаты уверяют, что за следующие 2 года производство снарядов в стране вырастет в 6 раз, с 15 до 90 тысяч штук в месяц. Ну а страны ЕС пообещали до конца года отправить Киеву 1 000 000 боеприпасов. Но, как мы понимаем, время не ждет, и все это нужно как бы на вчера. К такой войне мир определенно не был готов. И еще, в Украину из Болгарии секретно может попасть множество боеприпасов. Об этом написало издание Euroactiv. Страна, вероятно, продаст большое количество боеприпасов Киеву, а это может существенно повлиять на ситуацию на фронте. Расходы на войну разъедают российский бюджет, и власти скрывают треть расходов. Об этом пишет Bloomberg. Данные российского Минфина говорят о том, что засекреченные или неуказанные расходы к концу марта выросли до почти 2,5 триллионов рублей. Это 31 миллиард долларов. Рост расходов обусловлен закупками военной техники, зарплатами мобилизованным россиянам, ну и стремлением завершить некоторые инфраструктурные проекты. Тайные расходы ранее достигали пика в 2015 году, через год после аннексии России Крыма. Напомню, что только в январе дефицит бюджета в России составил 25 миллиардов долларов. Это при том, что доходы от продажи нефти и газа упали почти в половину. Ну и на фоне растущих расходов на войну. Если у вас есть версия, из каких доходов и закромов Путин собирается финансировать войну дальше, напишите прямо сейчас в комментариях. В следующем году денег не будет, так пишет о нынешнем состоянии российской экономики Wall Street Journal.
Еще год назад, когда Россия вторглась в Украину, все было совсем по-другому. Прежде всего, благодаря заоблачным ценам на энергоносители. Теперь все это уже позади. С ноября прошлого года российский рубль потерял 20% от своей стоимости. Рабочих рук не хватает. Молодые люди либо уходят на фронт, либо убегают из страны. Инвестировать в Россию никто не собирается. Ну и главные статьи бюджета, нефть и газ, потеряли своих покупателей. Если в краткосрочной перспективе это не повлияет на способность Путина вести войну, то в долгосрочной Россия превратится в колонию Китая и будет полностью зависеть от Пекина, резюмирует издание. Отсутствие денег толкает Россию, по сути, к грабежам на большой дороге. Если раньше была плата за вход на рынок, то теперь еще придется платить и за выход. В России фактически официально появилось новшество. Теперь все компании, которые хотят выйти с российского рынка, должны будут за это заплатить около 10% от стоимости проданных активов. Первые прецеденты уже есть. Ну и по информации Financial Times, около 2000 иностранных компаний собираются покинуть российский рынок. И многие теперь, по сути, оказались в ловушке. По словам бизнесменов, это фактически конфискация части недвижимого имущества. Ну а проще говоря, привычный русский грабеж. В декабре прошлого года спикер Путина Песков на одной закрытой вечеринке заявил, что война против Украины продлится очень долго. На ужине в московской квартире у одного из чиновников представители русских элит подняли тост за установление мира. На что присутствовавший там Песков выдал следующее, цитирую: «Все будет гораздо сложнее, это займет очень и очень много времени». Этим он, по данным издания Guardian, испортил настроение гостям. Самому Пескову и Путину явно испортил день телефонный разговор Иосифа Пригожина. Продюсер и муж певицы Валерии пообщался под диктофон с российским олигархом Фархадом Ахмедовым. Он сейчас под санкциями Европейского Союза, США, Канады и Британии, но его состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Ахмедов подчеркивает, что именно Путин несет ответственность за все, и именно он всех предал, развязав братоубийственную войну с Украиной, из-за которой под санкциями оказался сам, все его активы, в том числе 115-метровая яхта, которую он купил у российского бизнесмена Романа Абрамовича. Вот небольшой фрагмент этого разговора. Они проиграли кварталу 95. И то, что они говорят, что против них воюют те, все, туда-сюда, они сами им дали повод. Его загнали в эту он сам себя в это загнал. Интересно, что оба персонажа в течение многих лет демонстрировали в СМИ и соцсетях поддержку российских властей и лично Путина. Певица Валерия несколько раз была доверенным лицом кремлевского диктатора на его выборах, постоянно выступает на кремлевских концертах. Но публично, как говорится, одно, а в голове совсем другое. Они боятся потерять то, что еще уцелело, и опасаются махновщины и убийств, когда наступит эра после Путина. Если честно, то, конечно же, они преступники. Еще какие? Они преступники. Миллиардер Ахмедов пока не комментировал слитый разговор, но вот продюсер Пригожин заявил, что это подделка, созданная с помощью искусственного интеллекта. Правда, признал, что отдельные слова и фразы могут быть настоящими. Ну, как говорится, запасаемся попкорном и ждем продолжения. Богатые тоже плачут, сериал старый, но герои новые. Украина знает фамилии россиян, решивших усыновить вывезенных детей-сирот. Об этом сообщила министр Ирина Верещук. К примеру, это жители Московской области. Она назвала их фамилии и добавила, что приемным родителям и опекунам также придется отвечать за усыновление похищенных детей. Также в Украине создана карта лагерей, в которые направляют отнятых у родителей сыновей и дочерей. Ее сделали в Центре национального сопротивления. Она на основе данных из открытых источников будет постоянно дополняться. В Россию детей вывозят постоянно, в том числе из прифронтовых и районов боевых действий. В лагеря попадают сироты, дети из интернатов, дети родителей, не прошедших фильтрацию и попавших в русские застенки. Ну и много-много других категорий. Всего на карте 45 детских учреждений и 12 военизированных лагерей. Там маленьких украинцев перевоспитывают и создают верных режиму подростков, по примеру нацистской военизированной организации «Гитлер-Югенд». Украине удалось верифицировать данные на почти 14 тысяч похищенных детей, вернуть домой пока смогли только 327. Уверен, что эта цифра будет расти, все украинские дети в итоге должны вернуться домой.
Специальное расследование о том, как Россия ворует украинских детей, смотрите уже на системе. Видео на канале, ссылку обязательно оставлю в описании. Друзья, это главные новости за неделю и выводы, основанные на фактах. Проверьте обязательно подписку на систему и оставьте лайк и комментарий. Берегите себя и счастливо.